Привет, друзья! Вы на канале Opus Kitchen, где скучный процесс готовки превращается в увлекательное занятие. Сегодня мы приготовим с вами блюдо, попробовав которое однажды, вы больше никогда не забудете его неповторимый вкус. И это тансуюк. Первое, что нам необходимо сделать, это нарезать свинину небольшими кусочками и приправить. Итак, я уже заранее подготовил свиной карбонат, который в данном случае нам опять нужно нарезать поперек волокон. Резать его необходимо будет толщиной 7-10 мм и длиной около 6 см. Сегодня нам не нужно резать мясо тонко, как в прошлый раз для пулькоги, поэтому предварительно замораживать его мы не будем. Сначала режем мясо крупными кусками, как для стейка, затем разрезаем их на длинные полоски толщиной 7-10 мм. Если резать мясо вдоль белой оболочки, то при жарке она уменьшится, тем самым нарушив форму кляра. Поэтому мы будем резать мясо поперек оболочки. Вы можете использовать и другие части свинины, но так как сегодняшнее блюдо будет жариться во фритюре, я все же рекомендую использовать нежирный и нежный карбонат. Как видите, мы режем мясо примерно толщиной с мизинец. Если мясо будет слишком толстым, то оно не прожарится, а если слишком тонким, то вкус мяса не будет чувствоваться, поэтому такая толщина самая подходящая. Из получившихся полосок нужно выбрать слишком длинные, разрезать их напополам и положить в миску. Теперь мясо нужно приправить. Измельчите 4 дольки чеснока, мелко нарезав, как я, или при помощи пресса для чеснока. Кладем в миску с мясом измельченный чеснок, половину чайной ложки соли и черного молотого перца, тщательно все перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут. А сейчас приступим к подготовке кляра. Кладем в миску 8 столовых ложек крахмала и осторожно заливаем его водой. Количество воды в данном случае не важно. Важно, чтобы вода полностью покрыла крахмал. Через 15 минут весь крахмал осядет, и воду, которая осталась сверху, можно будет слить. Таким образом получится кляр. Пока мы ждем, давайте подготовим ингредиенты для соуса. Луковицу режем пополам, получившуюся половину еще раз пополам и нарезаем кубиками. Вторую половину режем точно таким же образом. Огурец и морковь режем ломтиками толщиной 3 мм, которые потом разрезаем пополам.
Мандарин не обязательный ингредиент, но так как дома он у меня был, я добавлю и его. Если у вас дома есть другие фрукты, например, мандарины или яблоки, то они тоже подойдут для соуса. Если вы купили ананас дольками, то нарежьте 3 дольки на кусочки. Если же ананас у вас, как у меня, кусочками, то добавьте в соус 3 столовых ложки. Когда овощи и фрукты будут нарезаны, подготовьте кастрюлю или сковороду для соуса. Добавьте туда 14 столовых ложек воды, 7 столовых ложек сахара, 3 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки кетчупа, половину чайной ложки молотой корицы и поставьте на средний огонь. Как только соус закипит, добавьте в него заранее подготовленные овощи и фрукты. Теперь соус перестал кипеть, верно? Пока мы ждем повторного кипения соуса, давайте подготовим смесь крахмала и воды. В миску кладем 1 столовую ложку крахмала и 2 столовые ложки воды и хорошо все перемешиваем. Если подготовить эту смесь заранее, то весь крахмал осядет на дне миски и затвердеет, поэтому готовить крахмальную смесь лучше непосредственно перед добавлением в соус. Как только соус повторно закипит, добавьте к нему подготовленную крахмальную смесь. Если просто добавить крахмал, не разведенный водой, сразу в горячий соус, то он слипнется и образует комки. Чтобы этого избежать, мы предварительно разводим крахмал водой. Вы заметили, что после добавления крахмала соус стал гуще? А теперь выключаем огонь и добавляем в соус 2 столовые ложки уксуса и тщательно все перемешиваем. Итак, наш соус полностью готов. Для блюд во фритюре, как то, которое мы готовим сегодня, очень важен выбор масла, так как от этого зависит его точка дымления. Поэтому сегодня я хочу кратко пояснить вам назначение отдельных видов масла. Точка дымления масла – это температура, при которой масло начинает гореть, образуя копоть. Если точка дымления превышена, то в масле образуются токсичные вещества, канцерогены. При этом не важно, насколько масло полезно. Поэтому для различных кулинарных целей следует выбирать определенный вид масла. Большинство нерафинированных масел, включая оливковое масло extra virgin, имеет точку дымления ниже 160 градусов. Такие масла не подходят для тушения или жарки, и вкус и питательные вещества сохраняются при употреблении в свежем виде, например, для заправки салатов и уже готовых блюд. Некоторые нерафинированные масла, такие как кокосовое и кунжутное масло, имеют довольно высокую точку дымления выше 160 градусов, а также обладают богатым вкусом и приятным ароматом. Их можно использовать как для заправки салатов и готовых блюд, так и для жарки. И, наконец, большинство рафинированных масел, очищенных от примесей, имеют точку дымления выше 210 градусов и могут использоваться для любых целей. Но так как они практически не имеют вкуса и запаха, для заправки салатов и готовых блюд использовать их я не советую. Блюда, готовящиеся во фритюре, обычно жарятся при температуре выше 180 градусов, и если использовать масла с низкой точкой дымления, масло будет гореть и будут образовываться вредные для организма канцерогены. Поэтому, пожалуйста, правильно выбирайте масло в зависимости от ваших кулинарных целей и берегите свое здоровье. Воду, которая осталась поверх крахмала, мы сливаем. Получившийся таким образом кляр мы добавляем в миску с мясом и тщательно перемешиваем. Так как крахмал затвердел, перемешивать его довольно тяжело.
Но если кляр будет более жидким, смешивать его с мясом, конечно, будет гораздо проще. Однако хрустящая корочка в результате, к сожалению, не получится. Поэтому даже если это немного сложно, пожалуйста, потерпите, и ваши усилия не пройдут даром. Для начала разогреем литр масла. Если интенсивность огня на вашей плите от 0 до 9, то ставим огонь на 6-7. К сожалению, плиты у всех разные, и в данном случае искать подходящую температуру придется вам самим. Если масла будет слишком мало, то его температура будет нестабильной. Когда вы будете класть в него мясо, температура масла будет сильно падать. Тогда мясо не прожарится, и кляр впитает в себя много масла, потеряв свою пышность, что плохо отразится и на форме кляра, и на вкусе мяса. Если у вас есть кулинарный термометр, то дождитесь, когда температура масла достигнет 180 градусов. Если же нет, то попробуйте кинуть небольшое количество кляра в масло. Если масло после этого начнет пузыриться и кляр сразу всплывет, то можно начинать. Температуру масла нужно поддерживать на уровне около 180 градусов. Если она продолжает расти, огонь необходимо убавить. Быстро по одному начинаем кидать кусочки мяса в масло. Лучше кидать мясо с как можно более близкого к маслу расстояния. Если вы будете бояться подносить его близко и кидать издалека, то масло наоборот будет сильно брызгать, что будет гораздо более опасно. Сразу кидать все мясо не следует, так как потом будет сложно понять, какие куски уже прожарились, а какие нет. Поэтому закидывать мясо нужно только 30 секунд, остановиться, подождать еще 30 секунд, затем отделить слипшиеся куски мяса друг от друга и после этого обжаривать их еще 3 минуты. Если вы начнете отделять мясо, не выждав положенных 30 секунд, то кляр при перемешивании отстанет от мяса и блюдо не получится. Если в процессе жарки вы будете стряхивать масло с мяса, как это делаю я, кляр благодаря контакту с воздухом станет более хрустящим. С готового мяса мы стряхиваем излишки масла и выкладываем его в миску. Оставшееся мясо снова обжариваем в масле по той же схеме. Обратите внимание на различия в цвете корочки кусочка справа и кусочка слева. Когда кляр приобретет такую же румяную корочку, как у кусочка справа, значит мясо полностью готово. Тансуюк в Корее обычно едят вместе с лапшой джаджангмyeon. Так как сейчас у нас нет времени на приготовление лапши, я завершу сегодняшнее видео дегустацией тансуюк и джаджангмyeon быстрого приготовления. Масло, оставшееся после приготовления тансуюк, можно использовать повторно. Однако в этом случае настоятельно советую вам соблюдать некоторые рекомендации. Сначала маслу нужно дать остыть, затем процедить его через ситечко или марлю, чтобы удалить частички пищи, и перелить его в бутылку или герметичный контейнер. Бутылку или контейнер с использованным маслом лучше хранить в холодильнике или морозильнике. В таком виде масло останется безопасным гораздо дольше, и вы сможете использовать его несколько раз. Приятного вам аппетита!